Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я расскажу о том, как мы зарабатывали деньги в Коста-Рике. Переезжая в эту страну, мы рассчитывали работать удаленно, и в первое время этим и занимались. Но не прошло и 2 месяцев, как неожиданно заморозили нашу российскую банковскую карту. Работа в интернете стала бесполезной, потому что некуда было выводить деньги. Открыть счет в местном костариканском банке тоже сразу не удалось. Итак, мы вдруг оказались в чужой стране с минимальным знанием испанского, без друзей и знакомых, со $100 в кармане. Хорошо, хоть квартира была оплачена на месяц вперед. А еще у нас была очень красивая бижутерия из нашего интернет-магазина, которую мы привезли с собой, то есть товар. И мы решили найти на него покупателей среди костариканок по российской схеме, то есть через интернет. Создали продающий аккаунт на Фейсбуке, наполнили стену украшениями из серебра и жемчуга, посмотрели цены в местных ювелирных магазинах, снизили их вдвое и разместили объявления в костариканских группах. На следующий день получили просто море сообщений. Мы даже не ожидали такого отклика и очень обрадовались. Ответили всем, что можно встретиться в Сан-Хосе, и сразу потеряли 90% потенциальных покупателей. Машины для доставки у нас не было, адреса в Коста-Рике такие, что сразу не разберешься, товар по почте не отправить, поскольку деньги принимать некуда. В общем, осталось у нас 4 покупателя, с которыми мы договорились о встрече в центре столицы, на Авениде Централь. Но и с ними встретиться не довелось. Эти сообщения мы получили уже тогда, когда ждали своих покупательниц в условленном месте. Возможно, и при доставке товара они отказались бы от него в последний момент. Короче говоря, наш интернет-бизнес в Коста-Рике накрылся, так и не успев начаться. Но прогулки по Авениде Централь не прошли впустую. Дело в том, что в то время вдоль всего этого главного пешеходного проспекта столицы стояли продавцы. И на примыкающих к нему улицах тоже. Уличная торговля, конечно, была запрещена, но буквально процветала. Продавцы располагали свои товары прямо на дороге, чуть ли не под ногами у прохожих, на пакетах, одеялах или коробках. Они продавали фрукты и овощи, одежду и игрушки, аксессуары и технику, даже диски с фильмами и музыкой, еду и горячий кофе. И мы решили попробовать тоже хоть что-то продать. Для этого раздобыли коробочку, поролон, смастерили мини-витрину, наполнили ее товаром и пошли на Авениду. У ресторана «Патио» увидели торгующих продавцов и спросили у них разрешения встать рядом. Они говорят: да, конечно, вставайте, только если пойдет полиция, смывайтесь, иначе все отберут. Потом поинтересовались, что у нас за товар, дали кучу полезных советов и сами же купили 2 серебряных колечка. А всего в первый день мы заработали 35 тысяч колонн за пару часов торговли. Такой старт нас вдохновил, и нам захотелось продолжить. Каждый день мы приходили на Авениду сначала утром часа на 2, потом уходили на обед и возвращались вечером еще часа на 3. Выбирали проходное место рядом с витриной какого-нибудь магазина, обычно в самом центре улицы, и активно продавали свои украшения. Уличные продавцы в первые дни по очереди знакомились с нами, спрашивали про товар и единодушно говорили, что серебром торговать опасно, да и не купит никто, потому что дорого. Но без проблем приняли нас в свой дружный коллектив, в котором совсем не было конкурентов. Наоборот, все друг другу помогали. Например, если кому-то надо было разменять деньги для сдачи покупателю, то размен искали все, чтобы продажа не сорвалась.
Если вдруг появлялся какой-то новый тренд, типа спиннеров, чокеров, моноподов, делились информацией, где его дешевле купить, а потом дружно продавали одно и то же вдоль всей улицы. Ну и, конечно, каждый старался вовремя предупредить соседа о приближающихся полицейских, которые постоянно прохаживались по улице туда и обратно пешком, ездили на велосипедах, на мотоциклах, на машинах и даже на лошадях. Тот, кто заметит их первым, кричал на всю улицу «Охос», что в переводе означает «листики». И все продавцы молниеносно собирали товар. Главное – поднять его с земли, иначе могут конфисковать. А если держишь в руках, то уже не имеют права. Такие вот смешные законы. Как будто непонятно, что женщина с 20 сумками в руках не для себя их по улице носит. Кроме того, продавцы и полицейские давно знали друг друга в лицо. Всем было известно, кто в полиции добрый, кто злой, поэтому все это напоминало игру, где каждый просто должен соблюдать свои правила. А раз в год даже устраивался день свободной торговли, когда продавцам никто не мешал работать. Нас общие правила как бы и не касались, потому что мы всегда держали товар в руках, а при появлении полицейских просто закрывали витрину и все. Они даже и подумать не могли поначалу, что мы чем-то торгуем. Кстати, в Коста-Рике очень много разных полицейских. Трансито, Фуэрса Паблика, Полиция Сивиль, еще какие-то. Но с нелегальной торговлей воевала только Полиция Муниципаль, и только ее стоило опасаться. За день мимо нас проходили сотни людей, и многие подходили, интересовались товаром. Было видно, что они очень хотели бы у нас что-то купить, но серебро и жемчуг их мало интересуют. Это слишком дорого для большинства. Поэтому мы решили добавить бижутерию подешевле и увеличили витрину. После этого мало кто из интересующихся уходил от нас без покупки. Хоть простенький браслетик за милю, да выберет. Торговля шла так хорошо, что за 32 дня, благодаря нашему необычному товару, мы заработали ровно 1 миллион колон. А кроме того, научились продавать в оффлайне, узнали покупательский спрос, у нас появились постоянные клиенты, причем не только на улице, но и в разных заведениях. И классные друзья из Коста-Рики, Никарагуа, Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы и Аргентины. А еще мы постоянно улучшали свой испанский. Только вот ассортимент товара у нас быстро уменьшался. К счастью, как раз в это время прошло 3 месяца нашего пребывания в Коста-Рике. Мы первый раз поехали продлевать визу в Никарагуа и привезли из Манагуа новую бижутерию, более привычную именно для жительниц Латинской Америки. Там она стоила раз в 5 дешевле, чем в Коста-Рике. Подробнее об этой поездке я расскажу в одном из следующих видео. А сейчас добавлю только, что привезенные украшения были распроданы за 3 дня. После этого мы решили заняться хендмейдом. На рынке приобретали необходимую фурнитуру, а в магазине бижутерии на той же Авениде Централь бусы по миле. Разбирали их и из бусинок делали новые украшения. В результате у нас получалось 4-7 браслетов в зависимости от длины бус, плюс несколько пар сережек. За колечками ходили в магазин подальше и покупали их наборами, 5 штук за 500 колон. А продавали все по миле. При этом были довольны и мы, и покупатели. Правда, заработать 1 миллион в месяц больше не получалось, но на жизнь хватало.
un fajo. Trabajo es trabajo, lo mismo es trabajar en traje, pero en estropajo. Nadie es arriba ni abajo, recuerda la palabra de que hace el mundo que trajo. Так мы и продавали украшения на улице, пока не восстановили удаленный бизнес. Да и потом, хотя бы раз в неделю, приходили на Авениду, чтобы поторговать и пообщаться с друзьями. Остановил нас только сезон дождей, когда на улице покупают одни зонтики. Вскоре мы переехали, в Сан-Хосе бывали редко, и как раз в это время там началась настоящая война между уличными продавцами и полицейскими. Не знаю точно, что послужило поводом. Некоторые наши друзья говорили, что владельцы магазинов устроили забастовку в знак протеста против уличной торговли, которая составляла им серьезную конкуренцию. Другие рассказывали, что все произошло из-за разборок между продавцами наркотиков. Этот товар тоже был очень популярным на Авениде Централь. В общем, полицейские так жестко начали преследовать продавцов, что торговать на улицах стало невозможно. Патрулирование усилили в несколько раз. На каждом перекрестке стояло по 2-4 полицейских, а в центре машины с оборудованием, чтобы следить за улицами. Товар забирали беспощадно, у всех. Но самое главное, шла активная пропаганда против уличной торговли в средствах массовой информации. По телевизору, радио, в группах в Фейсбуке городские власти обращались к населению. Помогите нам, не становитесь уличным покупателем. И люди перестали покупать. А уличные продавцы лишились своей нелегальной работы, которая для многих была источником заработка на протяжении 10-15 лет. Кто-то перебрался со своим товаром из центра на окраины, а кто-то совсем уехал. Но вообще-то не все уличные продавцы нелегалы. Те, кто продает хендмейд, законы о торговле не нарушают, и их никто не беспокоит. Поэтому, если вы умеете делать что-то своими руками, то можно получить лицензию и продавать ваши творения даже на улице. Ведь костариканцы и гости столицы очень благодарные покупатели. Они обожают все необычное и оригинальное. Причем иногда покупают не потому, что вещь им нужна, а как они сами говорят, чтобы помочь. Кстати, среди полицейских у нас тоже были друзья, которые в хорошие времена закрывали глаза на нашу скромную витрину и настоятельно советовали сходить в какую-то специальную организацию и легализовать нашу торговлю за небольшую плату. Они и адрес нам однажды написали, но мы так и не дошли, потому что уже перебрались в интернет и продавали украшения только изредка нашим постоянным клиентам по договоренности. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ура, вида!